Миша отлично выводит, вообще он уникальный тренер. Вот прям угадали, когда поставили на его старшим тренером сборной. Он умеет настроить и заставить себя поднимать. Вот он вроде бы не кричит ничего, просто спокойно пойдет и скажет, ты заряжен, просто заряжен силой, идешь и поднимаешь. Сказал, что тебя силы вложили, тебя намотали, тебя болеют, иди поднимай. Пошел, поднял. Ну, он такой вот, его уникальность в том, что он умеет подстроить под ученика и более того переживать как своего. Я реально переживал. Вот. Может, его уникальность и сказалась на моем первом месте. В 96-м году закончил тренироваться в дзюдо. Нормально. Пошел в зал, ну и, соответственно, увлекся пауэрлифтингом. Ну вот получается, в 2010 году ребята в сборную попали. 2 года еще как-то продержался, а потом уже понял, что невозможно держать и себя в форме и тренировать. А когда начал конкретно тренерской деятельностью заниматься? В 2000 году. Просто меня слушай. Аккуратно выходишь, все красиво. Сергей Машевцов, мастер спорта. Встречай! У меня? Да. Чемпион России в 2008, бронзовый призер Кубка России в 2007, двукратный серебряный призер первенства России и 4-е место на чемпионате Европы в Швеции. One, two, three. Ну, все, что ученики завоевали, я надеюсь, тоже является моим достижением. Ну, да и вроде как много-то, в то же время немного. Ну, самый высокий еще Евгений Васюков, участник Всемирных игр, потом чемпион мира, чемпион Европы, рекордсмен мира, он же и Европы, и России, Сергей Машевцов, Никита Ваншин в этом году порадовал. Есть ветераны, есть иностранные спортсмены, всего понемножку.
Весом 270 килограммов приглашается Юрий Архипов, мастер спорта международного класса, город. В 2011 году Лупак выиграл абсолютное первенство мира. В 13-м. В 13-м? Точно, с 12-го? Да. С 12-го года. Подготовка, что Как получается? примерно выглядит? Ну, выглядит, в принципе, ничего нового, все стандартно. Основные упражнения разделяются по дням, к ним добавляется дополнительное, плюс ОФП. Подготовка начинается. Мне нравится, чтобы у меня спортсмены начинали подготовку к ответственным соревнованиям за полгода. В эти полгода входит примерно где-то два проходящих старта, которые никак не сказываются на тренировочный процесс. То есть тренировки идут, не прекращаются, в этот же момент, допустим, выступление, потом, допустим, после них день отдыха, 2, скажем, и опять входим в цикл. По циклам, ну, как у всех, сначала там втягивающийся, потом набор формы. Основная работа идет, когда уже ты работаешь в экипировке полностью. И потом последние 4 недели доводки. Как сказать? Тяжело сказать. Почему? Потому что, чтобы сказать, мне вот это нравится, мне это не нравится, там, это работает, это не работает, надо, хотя бы, с полгода повариться, там, я не знаю, там, съездить в ту же Норвегию, посидеть в зале и полгода посмотреть, как ребята тренируются, там, понять, хорошая она, плохая, вот, в ту же Америку, там, я не знаю, еще куда-нибудь, потому что у норвежцев же есть Кристенсен, да, поднимает много, значит, система работает, методика работает. Нравится она мне или не нравится, это другой момент. У американцев очень сильная школа, сейчас очень сильные ребята. Опять же, смотришь видео, это одно, а вживую это другое. Поэтому сказать это надо на себе попробовать. Тогда можно составить мнение. А вот просто сказать, наверное, все-таки тяжело. Проходки мы прекратили уже давно делать, мы делаем прикидки. То есть обычно это подход на начальный вес на основных стартах. Вот. За 90 и 90, наверное, вот когда готовимся к основным стартам, скажем, чемпионат России или еще что-то, там, мир, Европа, наверное, раз за 3 месяца, раз в 2-3 недели выходим на такие проценты. Это сколько оптимальных стартов, количество стартов в течение сезона? Для топового атлета 4. Это получается именно основных, то есть не проходящих. Проходящие я не беру, потому что там атлет и психологически не устает, и физически не устает. То есть это как, можно сказать, такой малый отдых. Просто ты выезжаешь из своего зала. Ты проводишь тренировку, скажем, в другом зале. Тебе там приехать, пообщаться, что-то поднять, посмеяться, там, так психологически отдохнуть. А так получается Россия, Европа, мир и, скажем, у нас, допустим, Кубок России. Вот 4 основных старта. Исходя из твоего ответа, я так понял, что за расчеты количества подъемов это наш в своих планах ты не делаешь? Да нет, не знаю. Кто хочет следить, пожалуйста, считай. Я как-то... Бывает у меня иногда ради интереса я могу, допустим, сесть и подсчитать тоннаж. Но прям к этому
вести всю тренировку или весь тренировочный процесс, что сидеть там в понедельник такой-то наш был, во вторник такой, в среду такой, здесь мы столько подняли. Ну, как-то не знаю. Наверное, просто в свое время, когда я тренировался, меня тренер это не заставлял делать, поэтому, наверное, это для меня не то, что неприемлемо, а я так не делаю. 50/50. А это в зависимости от чего? Ну, от формы на момент тренировки. Понятно. То есть спортсмен свежий, можно идти от процентов. Если спортсмен более-менее уставший, тогда, наверное, желательно все-таки стандартные килограммы. Ну, вообще все волнообразно. Где-то поднимаешься, в какой-то момент спускаешься. То есть нельзя же все время на подъем идти. Скажем, на начальном этапе подготовки тебе нужны объемы. Для чего они нужны? Тебе надо вработаться. За счет объемов ты врабатываешься. То есть, получается, готовишь себя функционально, готовишь себя в техническом плане. Вот. И выводишь себя немножко на пик, прорабатываешь тоже те же связки, те же суставы. То есть они же привыкают к работе. Когда ты долго не работаешь, банально даже те же бинты замотать, это уже неприятно. И, там, форму одеть тоже. А когда потихоньку втягиваешься, то оно по-другому. А насчет того, что сколько тренироваться, ну, кто-то, допустим, у меня 3 раза тренируется, кто-то 4, кто-то 6 раз в неделю. То есть все это индивидуально. Надо подбирать под себя. Жим. Сам никогда много не жал, и очень тяжело как-то поймать работу майки, я не знаю, само движение. То есть, не знаю, еще, наверное, не дошел до правильной техники в жиме лежа. Всю жизнь. Или изучение? Всю спортивную жизнь. Подготовки. Но если вот взять, что начинаем готовиться за 6 месяцев, то есть за 4 месяца влазим в группировку. А в течение недели? Как часто? С каждым движением? Ну, в приседе раз в неделю, в жиме 2 раза в неделю и в тяге 1 раз в неделю. Различие в том, что без экипа ты можешь все время на больших весах сидеть, по большому счету, там, потому что большое количество повторений не делаешь. В принципе, без экипа можно тренироваться как штангисты, взять тупо штангистские планы, убрать там определенные моменты и тренироваться, и будет очень хороший результат, и ничего страшного. Но, может быть, что-то надо там немножко в жиме додуматься, а приседания и тяга, просто берешь штангистские планы, и все нормально у тебя. А по поводу экипы, ну, не всегда, когда ты добавляешь, скажем, силе, в плане того, что, допустим, у тебя приседание, там, допустим, там, или тяга безэкипировочная, там, ты дошел, ну, скажем, там, 320 потянул, ты не знаешь, что ты оденешь комбез и потянешь, там, 370, ты можешь потянуть те же самые 320, да, а можешь в комбезе сделать объемную тягу и те же 320 потянуть на 5, и это тебе скажется, что ты сможешь потянуть, там, 350-360, то есть такой спорный момент. В один момент ты можешь тренироваться без экипы, и тебе будет прогресс, там, плюс килограмм, я не знаю, ну, скажем, 30. А в другой момент ты то же самое сделаешь, а прогресса не будет. А тренируясь в экипе, ты все равно, как бы, тебе приходится залазить на большие веса, чем в прежнюю подготовку. Ну, если нет, конечно, каких-то травм. Поэтому тут, ну, нельзя сравнивать. Или ты готовишься туда, или ты готовишься туда. Вот. То есть конкретно спортсмена, он не может, как универсального спортсмена, не может существовать в твоем понимании, и туда, и туда. Универсального.
Ну, есть же, почему? Тот же там Серега Федосеенко выступает нормально, там Юра Белкин выступал нормально. Ну, кто там еще там? Каимбра. Ну, Каимбра это отдельный разговор. Девчонки есть, которые там, та же Филимонова, та же бразильянка Кастелани. Ну, это единицы. И опять же, такой момент, что в классический пауэрлифтинг не пришли, то есть не то, что не пришли, а еще не появились конкретные классики. Когда уже будут конкретные классики, тогда перестанет быть вот это вот раздвоение. То есть или экипа я поеду, то есть и на экипе съезжу, и на без экипа. Поэтому сейчас нужно время, чтобы это все устаканилось. Когда это устаканится, уже не будут такие вот поездки и туда, и туда. То есть, кто занимается экипом, будет выступать в экипе, кто занимается классикой, будет заниматься в классике. Нет, олимпийским он никогда не будет. Ни классический, ни экипный, никакой он не будет. Просто пауэрлифтинг никогда не сможет преодолеть, ну как, не то что славу, а величие штанги, чтобы можно так сказать. Вот. Для пауэрлифтинга будет просто шикарно. Это его тоже, ну, вот, стандартное присутствие на всемирных играх, но не по Уилксу, а по категориям. Признание его более, как бы, что он в олимпийской семье, он в этой олимпийской хартии. И всемирные игры, признание их просто у нас в России как верха неолимпийских игр. Плюс, если международная федерация сделает по категориям, тогда это будет, вот, в принципе, достаточно. Экипа или без экипа? Что? Мне? Да. Экипа. Почему? Нравится. Ну классно же так, тебя комбез одевает, майку, такая жесть прям. Понимаешь, безэкипные соревнования не интересны. В них драйва нет, в них нету, как сказать, жесткости, жестокости, борьбы, накала. А в экипе, понимаешь, там, ну, если тебя без экипы давят, то тебя давят. А в экипе ты можешь бороться за каждый сантиметр. Вот это класс, шкуру дерет аж. Это же прикольно. А без экипа это так. Поход, я не знаю, в лес он сходил. Фигня какая-то. Способна составить конкуренцию сборной России на международных стартах, взрослой сборной России. Ну, почему нету конкурентов? Та же Украина. Тот же Казахстан просто не может собрать воедино всех своих лучших спортсменов. Сейчас у американцев очень хорошие юниоры перешли в первую сборную. Норвегия хорошая. Почему? Нет. Чем у нас, чем мы выигрываем, у нас в каждой категории есть лидер, который может бороться на мировом помосте. Поэтому мы за счет того, что у нас более сбалансировано это, мы выигрываем. Вот. Когда, допустим, те же украинцы добавят к своим на данный момент лидерам еще 3 человек там, в 59, 66 и 74, уже будет сложнее бороться. Норвежцы потихоньку тоже там по человеку добавляется. Уже, если раньше там только мог 2 спортсмена бороться, там 83 и в плюс 120, сейчас появился уже 120 спортсменов, 110 ребята появляются. 105, да. 74 там тоже норвежец есть. То есть потихоньку, все потихоньку. Это все время, невозможно. Просто, наверное, мы немножко больны в спорте. Для нас, вот если посмотреть, там соревнования проходят, там награждение, пьедестал, да? Если спортсмен из России не стоит на первом месте, он стоит с таким лицом, как будто, я не знаю, его сейчас на расстрел поведут, все, он стоит с серебром или с бронзой, это все, это просто хана.
Смотришь на спортсмена с другой стороны, он доволен там тем, что там выиграл там тягу, там малую медаль, там, или жим, там, а если уж в тройку в призы залез, там улыба такая, что я не знаю, хоть мультики снимай. Поэтому вот за счет этого, наверное, мы и выиграем, что кроме первого места все остальное разочарование. Хотя я не понимаю. Стоять в призерах с таким лицом, там, ты же призер, это же классно. Поэтому Это вообще не... за счет этого мы и выиграем, что мы больны на голову. Наверное, мы немножко больны в спорте. Для нас, вот если посмотреть, там соревнования проходят, там награждение, пьедестал, да? Если спортсмен из России не стоит на первом месте, он стоит с таким лицом, как будто, я не знаю, его сейчас на расстрел поведут, все, он причем стоит с серебром или с бронзой, это все, это просто хана. За счет этого мы и выиграем, что мы больны на голову. Of all the reckless men, the cue to be the next.